Майкл Риверс жил по расписанию, выверенному до секунд. Контроль был для него не привычкой, а механизмом самосохранения, а точность – способом удерживать мир в предсказуемых границах. Его капитал, инвестиционные портфели и изолированный дом в пригороде Остина появились не случайно, а как результат строгой дисциплины и хладнокровных решений. Но однажды система дала сбой. Частный самолет сел раньше запланированного, встречи были перенесены, и в жизни Майкла возникло лишнее время, непривычное, тревожное пространство без задач и цифр. Он вернулся домой без уведомлений и ожиданий. Дом встретил его не привычной тишиной, а мягким, почти домашним ароматом, запахом выпечки, сахара и чего-то из прошлого, чему в его мире давно не находилось места. Это ощущение не укладывалось в привычную логику. Майкл прошел в дальнюю часть дома, где кухня годами оставалась лишь формальностью, и увидел сцену, не поддающуюся анализу. Его сын Итан, обычно сдержанный и молчаливый, сидел за старым столом рядом с няней Сарой, женщиной, выбранной не за рекомендации, а за редкое спокойствие и терпение. Вокруг царил беспорядок, рассыпанная мука, включенная лампа с теплым светом, раскрытая книга с пятнами на страницах. Итан смеялся легко и искренне, так, как Майкл никогда раньше не замечал. Этот смех оказался для него неожиданным открытием. Майкл не стал вмешиваться. Он просто смотрел, как в его доме существует жизнь без контроля, без расчетов и защитных стен. В тот момент он понял, что его идеально выстроенная крепость всегда была пустой изнутри. Позже он заметил на столе простую деревянную доску, покрытую следами муки, и унес ее в свой кабинет не как доказательство беспорядка, а как знак чего-то важного. На следующее утро Майкл отменил несколько встреч, впервые позволив себе усомниться в собственных правилах. Мир не рухнул, но в нем появилась трещина, через которую проникло что-то новое. С этого дня дом начал постепенно меняться. Майкл стал возвращаться раньше, проводить больше времени рядом с сыном, замечать детали, которые прежде казались незначительными. Работа осталась частью его жизни, но перестала быть ее единственным центром. В доме появились запахи еды, звуки шагов, ощущение живого присутствия. Со временем Майкл осознал простую истину: деньги не спасают от одиночества. Защищает только тепло, которое невозможно купить, но можно сохранить, если успеть его распознать. Иногда достаточно оказаться дома на полчаса раньше, чтобы спустя долгие годы действительно туда вернуться. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.